К нам приехали в гости ребята, Юля и Саша с Гомольши. И они тоже переехали за город, и хочется пару вопросов задать им по поводу переезда на землю. Ребят, скажите, что вас сподвигло к переезду на землю за город? Почему решились на такой шаг? Нам давно уже стало ясно, что нужно быть ближе к земле. Это не в хорошем смысле. Ну, я вообще всегда хотел, чтобы у меня был загородный дом, вот изначально было у меня такое, что у меня был именно там, где я должен жить, это вот ближе к лесу, за городом. Ну, в то время я думал там ездить на работу, в общем, всякое такое. Ну, а потом это все были мечты, а вот некоторые события эти мечты нам, так сказать, подсобили, ускорили это все, да, так как я где-то уже писал. Все сбылось, правда, не так, как виделось в идеальной картинке. Но все же, меня еще не жалеем. То есть, в принципе, вы об этом думали раньше, но события вас просто ускорили в этом плане, да? Да, мы осенью 2021 года рассуждали, что наступит весна 2022 года. Мы сядем на велике и поедем искать наше место, нашу деревню, обсуждали, в какую сторону поедем, обсуждали, что хотим в сторону Северского Донца, Мишанские лесы и так далее. Но весна 22 года была такая, как была, и мы, сидя в коридоре, начали покупать по интернету лопаты, семена, смотреть батат на рассаду, да. Почта плохо работала, мы на великах ездили на другой конец города под обстрелами, чтобы забрать батат, семена, фитолампу. И все это складировали с нами рядом в коридоре, еще даже не зная, куда мы поедем. Мне кажется, переезд за город в целом не очень простое дело, а в такое время еще сложнее, потому что приходится думать и об этом, и вообще ситуация в мире такая сложная. А что для вас было самым сложным во время переезда, либо после, когда вы уже переехали в жизни такой за городом, на земле? Сложнее это было решиться, наверное, но когда уже все решились, оно там, ну, это знаешь, как произошло, так, ну вот так, айну его. Вот, сели и поехали, достаточно. Неизвестно, да. Сомнения все вот эти в голову лезут. И тут Юля срывается и говорит, все, надо ехать. А Юля у нас очень хорошая интуиция. Спасала эта интуиция нас не раз. И мне все доверились. Мы собрались и уехали. Несмотря на то, что вы сюда приехали и здесь не остались жить, классно, что мы все-таки с вами познакомились. Чуть позже, тем не менее, кому суждено познакомиться. И хотелось еще тоже спросить, а мы поговорили про сложности, а вот что привлекает вас в этой жизни за городом? Вот какие-то моменты, которые вы все-таки считаете, что вау, вот это классно, тут жить? За эти 2 года у нас жизнь наша бьет ключом, как не била таким ключом, когда мы жили в городе. Особенно социальная часть, да, потому что мы там были как отшельники. Пытались с кем-то познакомиться, найти друзей. Ну как, хотелось с кем-то общаться, чтобы друзья были. Когда появился ребенок, когда все прошлые друзья как-то так по жизни разошлись, да, у всех, ну так у всех происходит, да. А уже, ну как-то не обросли какими-то, ну, не знаю, как сказать, социальными какими-то прям корнями такими, и этого не хватало, да. А еще хочу сказать, в первую очередь нас, для сына, вот, по нем даже видно, вот ему тут просто, он даже говорит, я не, ну там, хотел бы там в город съездить, но такого, чтобы уехать обратно, спрашивал, наверное, не хочет. Ну ему тут раздолье хорошо, он утром вышел и до вечера его не видно, там дома вечером приходит весь в земле. И я это вспоминаю свое детство, да. Все каникулы там у бабушки в деревне проводил и был точно такой. Я считаю, у меня было счастливое детство в этом плане. Ну да, сейчас наш век, когда дети постоянно в гаджетах, это очень классно для ребенка, что он на природе. Ну и, наверное, последний вопрос. Чем вы занимаетесь вот таким коммерческим? Что можете предложить людям, например, у вас там купить? Какие услуги предоставляете? У нас проблема с коммерцией, потому что все, чем мы занимаемся, как только мы начинаем это рассматривать в разрезе коммерции, теряется вот эта вот творческая, душевная нотка, и все идет крахом. И мы это уже знаем, поэтому
мы занимаемся не коммерцией, а творчеством, я бы сказала бы. Мы можем нашим творчеством поделиться с другими людьми, и люди нас могут отблагодарить это определенной ценностью своей, да, но это не... Потому и не назвать это коммерцией, не приносит, может быть, даже где-то и желаемых плодов из-за этого, но по-другому как-то у нас и не получается. А чем мы занимаемся? Ну, всем по чуть-чуть. Летом мы собираем травы, делаем чай, и свечи с травами я лепила. Я вяжу, плету бисером, даже не знаю, что мы еще, пастилу делаем, летом квас делали. Я вот пойти велосипеды там починить, кому-то вот сделать, ну чем да, еще, вот да, велосипеды. И, между прочим, чай мы сейчас тоже пьем, ребят, с одуванчика. Вот, поэтому все починить. можно обращаться за изделиями из бисера. Юля плетет красивые браслеты, на шею ожерелья, также делает чаи, также вяжет очень красивые изделия. И еще ребята ведут блог в Инстаграме, очень тоже интересный, я смотрю каждый день. Я бы так охарактеризовала, что ну вот ежедневная такая жизнь, и это очень прикольно смотреть за этим, что сегодня произошло, да, каждый день. Ну, даже не блог, да, а просто есть необходимость выплескивать. Ну, как я сейчас лайфстайл блог, да, но я никогда свою страницу не позиционировала как блог, потому что, опять же, когда я думала, что нужно развивать свою страницу как блог, все, это сразу вот крах, вот только теряется вот это вот, ну, лично у меня какая-то вот эта творческая порыв, волна, в котором я не должна ни о чем думать, а просто ей довериться, то это сразу провал. Поэтому страничка в Инстаграм, можно сказать. Да, да. Хорошо, спасибо, ребят, большое за интервью. Я думаю, нашим подписчикам будет очень интересно посмотреть и послушать. И все ссылочки на Инстаграм ребят оставлю ниже под этим видео. Спасибо за просмотр. Пока.